Русский, который ты понимаешь. Привет! Сегодня я расскажу тебе об одном блюде. Я прочитаю текст 2 раза. Сначала медленно, а потом в нормальном темпе. Но сначала вопросы. 1. Какой это прием пищи? Это завтрак, обед или ужин? 2. Какое это блюдо? И 3. С чем я люблю есть это блюдо? А сейчас история. Я иду в магазин, чтобы купить продукты. Я очень люблю это блюдо, поэтому я решила встать пораньше, чтобы приготовить именно его. Мне надо купить муку, яйца, молоко и сливочное масло. Соль и сахар есть у меня дома. Обычно приготовление не занимает очень много времени, меньше часа. Моя бабушка готовит это блюдо с разными начинками. Моя любимая – это с грибами и луком и со сметаной. Со сметаной вообще все вкуснее. Но на завтрак я обычно готовлю их с вареньем, с медом или со сметаной. О, надо купить мед. После магазина я сразу иду на кухню. Я смешиваю все ингредиенты в миске и жарю их на сковородке. Это блюдо круглое и очень тонкое. Я знаю 2 рецепта – американский и французский. Они даже называются по-разному. Мне нравится французский вариант. Он традиционный в России. Поэтому я готовлю именно его. В начале марта в России есть карнавал, который называется Масленица. Всю неделю люди готовят это блюдо и ходят друг к другу в гости. Вы уже знаете, какое это блюдо? Я иду в магазин, чтобы купить продукты. Я очень люблю это блюдо, поэтому я решила встать пораньше, чтобы приготовить именно его. Мне надо купить муку, яйца, молоко и сливочное масло. Соль и сахар есть у меня дома. Обычно приготовление не занимает много времени, меньше часа. Моя бабушка готовит это блюдо с разными начинками. Моя любимая – это с грибами и луком, и со сметаной. Со сметаной вообще все вкуснее. Но на завтрак я обычно готовлю их с вареньем, с медом или со сметаной. О, надо купить мед. После магазина я сразу иду на кухню. Я смешиваю все ингредиенты в миске и жарю их на сковородке. Это блюдо круглое и очень тонкое. Я знаю 2 рецепта
американский и французский. Они даже называются по-разному. Мне нравится французский вариант. Он традиционный в России. Поэтому я готовлю именно его. В начале марта в России есть карнавал, который называется Масленица. Всю неделю люди готовят это блюдо и ходят друг к другу в гости. Вы уже знаете, какое это блюдо? Конечно, это блины или блинчики. Их можно есть с чем хочешь. Например, я люблю есть сладкие блинчики на завтрак и соленые на ужин. Сегодня я готовила сладкие блинчики на завтрак, а моя любимая начинка – это грибы с луком. И, конечно, со сметаной. Новые слова можно тренировать в Quizlet.